Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать красивый джемпер в золотисто-песочном цвете, знаете, выдержанный такой сдержанно-благородный стиль. Знаете, я бы так назвала. Действительно, очень простой узор, и в то же время от данной модельчики именно вот такой благородный, чинный такой стиль, который можно носить как на повседневку, да, так и как нарядную блузу, поскольку цвет золотисто-песочный подчеркивает красоту и харизму вот данного джемпера. Я бы так сказала, очень харизматичный джемпер. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда в нашем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Мы будем вязать образец, определять конкретно плотность к нашему джемперу, и уже затем на основе всех полученных расчетов мы будем с вами составлять описание сразу на 5 размеров, с 44 по 52 размер. Вот, я буду вам подробнейшим образом рассказывать, с чего начать, сколько петель, как расположить узоры, и все, как обычно, под видео вы прочитаете. И все подробности расположения узоров я буду вам сегодня во второй части видео рассказывать, обращая на это внимание. Узор легкий, вяжется на автомате. После первого связанного раппорта я уже в схему вообще не смотрела, девочки. То есть, если у вас хороший, большой, богатый опыт вязания, то вы этот джемпер свяжете, буквально за 3-4 дня, реально. Если для начинающих, то, конечно, тут будет посложнее, но узор могу рекомендовать реально для начинающих, поскольку, каких начинающих, которые уже умеют вязать спицами узоры, да, то есть такие начинающие, которые хотят вязать какие-то крупные вещи. Вот этот джемпер как раз для таких девушек, женщин, которые хотят связать свой первый джемпер. Узор подходит идеально, простой. Итак, давайте с вами посмотрим выбор пряжи. Для вязания этого такого стильного джемпера я выбрала пряжу полухлопок Yarn Art Jeans 50 грамм, 160 метров. 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет 0,7, такой приятный песочно-золотистый цвет. И вот так выглядит наш узор, девочки. Значит, здесь два узора, вернее. Один вот этот ажурный и вот такая красивая рельефная дорожечка на 3 петельках. Смотрите, да? И, соответственно, изнаночные между ними идут. Мы с вами свяжем сегодня этот очень простой узорчик, и вы поймете, что он реально вяжется очень просто. То есть, знаете, этот узор подходит тем, кто хочет не напряжно связать красивую, благородную, изящную вещь. Я бы так сказала. Вяжется на автомате. После первого связанного раппорта схема уже не нужна, потому что уже все и так, собственно, запоминается в голове и вяжется действительно автоматически, девочки. Так, давайте посмотрим на эти расхваленные мной схемы. Схема узора, смотрите. У нас здесь будет использоваться аж целых 3 цвета. То есть первый красный раппорт на 9 петлях, вот он выделен. Затем идет синий раппорт на 7 петлях, вот он выделен. Мы будем их сегодня вязать, вы не запутаетесь, здесь легко. И желтые раппортики, это для 48-50 размера, я их выделила, вырвала из контекста того, что было изначально заложено.
красно-синий, а эти вот как бы немножечко такие кусочки желтого. Причем, смотрите, это правая часть, то есть вот так начинаться у нас будет на 48-50 размер, и вот так будет левая часть, крайне левая, заканчиваться узор. Но это потом, сейчас я просто вам заостряю на это внимание, потом более подробно. Да? Всего в сумме, значит, на 9 петлях красный раппорт и на 7 петлях синий раппорт составляет 16 петель. И эта цифра у нас будет с вами в описании фигурировать. И я объясню, что именно так, как вот вы сейчас видите, красный и синий, красный правый, синий левый, также вы будете вязать. Такое расположение будет у вас узоров последовательно. Для симметрии мы будем все время добавлять этот синий раппорт справа, всегда на все размеры. Вот так. Так, теперь выкройка, девочки. Выкройка из японского журнала вот так у нас выглядит. Не пугайтесь, просто обычная классическая выкроечка, да. Все размеры я вам расскажу, мерочки, ширину спиночки объясню, когда надо будет там в объяснении второй части видео. Вот, и в общем-то, по мерочкам я вам на все размеры буду составлять описание, и вы увидите, там все нормально, все по размерам подходит. Так. Ну, кто уже вязал по моей мастер-класс, я думаю, что уже знают, что я как бы очень детально, очень щепетильно отношусь ко всем вот этим мерочкам, стараюсь, чтобы все подходило хорошо. Ну, конечно же, у всех у нас своя фигура индивидуальная, вот эти особенные моменты надо использовать, там рост разный, да, там длина рукава откорректировать, да, допустим, длину изделия тоже как-то корректировать. Вот эта японская модельчика, смотрите, она всего 54 сантиметра в высоту составляет. Я не стала делать скос плеча, например, да, упустила я этот момент. Вот. Ну, считаю, что как-то не нужен он, наверное. И так хорошо будет сидеть по моему опыту. Но если чем больше размер, тем, наверное, скос все-таки более нужен, да. Так, ну а теперь давайте к описанию перейдем. У меня описание. Я вот так его все время оформляю и выкладываю под видео. Смотрите, там, нажав на треугольничек перевернутый, у вас откроется вкладочка и будет этот текст там. Размер у нас российский, как я уже говорила, 44, 46, 48, 50, 52. Общий расход пряжи у нас будет с вами использоваться. Смотрите, на 44, 46 где-то с учетом ажурности узора это будет 450 грамм и выше. На 52 размер, я думаю, что это где-то будет 550-600, может быть, даже грамм, в зависимости от вашего роста, тоже вот так. Спицы будем использовать 3,5. Вот, смотрите, у нас будет использоваться планочка платочной вязкой. Можно взять спицы для планки на пол размера меньше, то есть номер 3, да. Также и для обвязки выреза горловины можно взять немножко поменьше размер спиц. Все вот эти попетельные наши с вами раскладочки, откуда что берется, не пугайтесь, все будет выложено досконально, я вам расскажу, нарисую схематично, как узоры у нас располагаются. Поэтому я не думаю, что у вас возникнут какие-то непонятные вопросы. Так, что, как последственно, тоже пройма, да, что такое вертикальная плотность, поясняю во второй половине видео, когда мы уже свяжем узор и сделаем плотность, расчет. Там все идет объяснительная часть. Смотрите внимательно. Все, кто реально заинтересовался данной моделью, я думаю, что в этом мастер-классе все так разжевано и дословно так как бы попетельно все распределено и обоснована каждая циферка. Я думаю, что свяжете, девочки, без проблем свяжете. Итак, мои хорошие, давайте с вами приступим к вязанию образца. У нас с вами тут получается две небольшие схемы. Одна у нас с шириной 9 петель, вторая 7 петелечек.
красная это 9 и синяя это 7 петель. Для образца я набрала 41 петлю. Смотрите, я уже связала, и у меня здесь два раппорта по 9 петель и 3 раппорта по 7 петелек. Вот так это выглядит. Вы можете, конечно, связать всего лишь вот такое количество, то есть вот это можно не вязать, потренироваться достаточно такого образца, но нам надо будет измерять плотность, поэтому, в общем-то, я так вот широко вяжу образец. Значит, смотрите, в сумме 16 петель плюс 7 для симметрии, вот тут сначала я начала, да, то есть это 23 плюс 2 кромочные, либо 41, либо 25 получается. Набираем и вяжем. И цикл у них тоже разный, видите, здесь 6 рядов красный раппорт, а здесь всего 4 ряда. Поэтому здесь как бы вот такое идет немножко несоответствие. Я вам буду показывать с первого ряда. Начинаем вязать с синего раппорта. Первый ряд. Значит, первая кромочная и раппорт вяжем. Первые 2 изнаночные петли провязали. Далее вяжем 3 петли, перекрещиваем направо. Следующим образом 3 лицевые петли. Первые 2 у меня за работой, третья поверх них вот так. Перекрестила и все 3 провязала лицевыми. Вот так. Далее 2 изнаночные. Все. Вот весь наш раппорт. Теперь вяжем с вами красный раппорт. Вяжем первый ряд. Первая лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую, вторую петельки поменяю местами, так чтобы у меня вторая была поверх первой. И вот так вот я их размещаю и все 3 вместе лицевой провязываю одной лицевой. Далее вяжем 2 лицевые, накид, лицевая. Связали с вами первый ряд узора раппорта. Далее у нас идет синенький раппорт на 7 петлях. Все, девочки, изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. То есть, если на нас смотрит лицевая петля, мы вяжем лицевую, если изнаночная, вяжем изнаночную. Вяжем третий ряд. Начинаем с синенького раппорта. Вяжем 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли и снова 2 изнаночные. Все, раппорт связали. Далее красный раппорт вяжем. Вяжем третий ряд раппорта на 9 петлях. Вяжем первые 2 лицевые, вяжем, затем накид, лицевая, снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первая, вторая петельки меняем местами, вторая поверх первой накидывается и 3 вместе вяжем одной лицевой. Затем идет лицевая, накид, 2 лицевые. Связали третий ряд раппорта. Далее у нас идет снова раппорт на 7 петлях, синенький раппорт. Девочки, смотрите, 5 ряд у нас, и раппорт у нас синего узора повторяется с первого ряда. То есть, как я и говорила, 4 ряда у нас синий раппорт имеет высоту. Да? И поэтому мы сейчас также с вами свяжем, смотрите, 2 изнаночные, да, первый ряд, помните, как вязали, и перекрещиваем 3 петли направо. Первые 2 за работой, третью поверх них, да, и вяжем все 3 вместе, не вместе, а по отдельности, 3 лицевые, видите, и далее опять идут 2 изнаночные. Все, это, то есть это снова был первый ряд синего раппорта. У нас с вами красный раппорт на 9 петлях, 5 ряд. Вяжем 3 лицевые петли, делаем накид, 3 вместе лицевой вяжем с выделением центральной петли.
затем опять накид и 3 лицевые. Все, раппорт на 9 петлях связан. Далее идет синенький раппорт, повторяем. Девочки, смотрите, мы связали целый раппорт с вами красного узора с 1 по 6 ряд, да? И сейчас у нас повтор, снова должен быть повтор у центрального этого мотива на 9 петлях, то есть с 1 ряда, с 1 по 6 повторяем. Потренируйтесь связать образец, еще несколько раппортов, может быть парочку раппортов в высоту. И давайте сделаем с вами влажную тепловую обработку образца. Горячим паром обдаем наш образец с вами. Он становится влажным, податливым. И мы его тянем. Тянем в разные стороны энергично, девочки. И вправо, и влево, и вверх, и вниз. Везде тянем, не переживайте, не перетянете. Так, на края обратим внимание, их надо отпарить, поскольку они у нас участвуют в нашем расчете. Кромочные я тоже. Так, все. Я думаю, что это хорошо смотрится. Пусть все это дело вот так высохнет в естественном состоянии. Все. Вычисляем с вами плотность. Измеряем ширину полученного образца. Вместе с кромочным прикладываем линеечку. Вот у меня 19,5 вместе с кромочными. Я набирала 41 петлю. 41 поделить на 19,5 сантиметров. Получается вот такая цифра. 2,1. Запишем, что в 1 сантиметре у нас получилось 2,1 петель. Теперь вертикальная плотность. Мы измеряем длину образца. 14 получается с половиной у меня. И сейчас я скажу, сколько здесь участвовало раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов по 6 рядов. То есть 36 рядов. 36 рядов поделить на 14,5 сантиметра. Получается 2,48. Но это явно 2,2,5. То есть запишем в 1 сантиметре 2,5 ряда. У нас вот такая будет выкройка, девочки. Будем вставлять описание с вами сегодня на 5 размеров. 44, 46, 48, 50 и 52 размер. И ширина спинки, сразу говорю, 44-46 это будет 50 сантиметров, 48-50 55 сантиметров и на 52 размер 58 сантиметров. Так, и распределение, короче, петель давайте сразу, какое количество и как узоры будем располагать. Ну, соответственно, помните, да, мы считали плотность. Плотность у нас в 1 сантиметре 2,1, да? Поэтому мы с вами 50 сантиметров первый размер умножаем на 2,1 плотность. Это будет 105 петель. Записали. Второй размер у нас 55 сантиметров на 2,1 плотность, 115 петель. И третий размер 58 сантиметров умножить на 2,1 плотность, 121 петля. Почему не записываю, не округляю? Потому что должно быть нечетное число. Нечетное. Так, с этим все понятно, да? Теперь далее. Смотрите, как распределить узоры. Сразу вам рассказываю. Мы с вами, помните, вязали, у нас есть с вами красный раппорт, синий раппорт, да? Красный это 9 петель, синий это 7 петель. В сумме это 16 петель. Также я буду вам сразу объединять эти два раппорта. И там, где будет написано ажурный узор 16 петель, знаете, что это именно вот такое расположение. Первый раппорт на 9 петлях идет красный, плюс вот такой с левой стороны будет на 7 петлях раппорт синий. В сумме вот именно так оно будет у нас составлять 16 петель. И вот так я распределила узоры. Смотрите. Начинаем все с 7 петель, как мы с вами в образце вязали, 7 петель синего раппорта. Затем 6 раппортов
по 16 петель. То есть это красный плюс синий в сумме. Вот как они есть. Вначале красный, потом синий. И вот мы их 6 раз так повторили и кромочный закончили. Понятно, да? То есть для симметрии добавили синий раппорт с правой, крайней правой. Да? 7 петель крайне правой, синий раппорт. Это первый размер. Идеально у нас также получилось для 52 размера, где 121 петля. Мы добавили еще 16 петель, то есть не 6, а 7 у нас получается раппортов по 16 петель. И также для симметрии 7 петель крайне правые. Ну и кромочные, соответственно. В сумме это 121 петля. Для 48-50 размера, где у нас с вами 115 петель было, да, здесь картина несколько иная. И я сейчас вам ввожу понятие желтого раппорта, которое вы уже видели, я вам говорила в самом начале видео. Да. Желтый раппорт у меня на схеме здесь не обозначен, но я вам скажу, что это такое. Правая часть — это вот это, 5 петель. Желтый раппорт — это 5 петель. Объясняю, смотрите, справа вы будете добавлять именно вот так, располагаться, чтобы он располагался, то есть начинаться с 2 изнаночных и затем эти 3 петли, которые перекрещиваем. С левой стороны вы добавляете наоборот, зеркально симметрично, начинаете с перекрещенных 3 петель, заканчиваете 2 изнаночными, да? То есть это вот эта часть. Вот эта часть, 5 петель берется. Это желтый раппорт слева. Это справа желтый раппорт. Это слева желтый раппорт. Для 48-50 размера только вводится. И начинается у нас все с этого крайне правого желтого раппорта. Затем идет для симметрии 7 петель синего раппорта. Затем у нас идут также с вами 6 раппортов по 16 петель. И все завершается 5 петельками желтого раппорта левого, вот этого, понятно. Ну и кромочный, соответственно. В сумме это будет 115 петель. Теперь, что касается выреза горловины, девочки, смотрите. Ширина у нас с вами будет здесь вот на маленький размер 19 сантиметров, то есть на 44, 46, 19. И я прибавила, соответственно, по 2 петли на каждый размер. На 48-50 это будет 41 петля, и для 52 это 43 петли. Откуда они взялись? Ну вот смотрите, 19 сантиметров, первый размер, я умножила на нашу плотность 2,1. Вот, пожалуйста, 40 петель, да, ну округляем. Но у нас должно быть нечетное число, поскольку у нас с вами участвует нечетное количество петель. Поэтому я написала 41 петля. Вырез горловины составить придется на него. Да? Как его сформировать, я подробно рассказываю в конце видео. Под видео выкладываю в описании. Вот, там вы посмотрите, как закруглить концы, вот эти края. То же самое касается выреза горловины по переду. Он более глубокий, и там я тоже подробно рассказываю, как закруглить края. Так, и, значит, про пройму. Глубина проймы на все размеры я сделала 5 сантиметров. 5 сантиметров я умножила на плотность 2,1. Это 11 петель, но округлила. Тоже должно быть, у меня получилось нечетное, да? И в итоге сколько петель у нас пришлось на плечи, легко посчитать. На примере первого размера показываю. Значит, первый размер 105 петель, отнять вырез горловины 39 петель и 2 проймы по 11 петель, минус 22. Получаем 44 петли на 2 плеча. Делим на 2, на каждое плечо 22 петли. Также я посчитал на другие размеры. Там получилось 26 и 28 петель. Так, с этим тоже все понятно, да? Теперь, что касается рукава, у рукавчика. Кстати, про планку я сказать хотела. Платочная вязка, из моего опыта, она всегда, когда вы вяжете планку, платочная вязка, нужно набирать меньшее количество петель, поскольку у нее другая плотность, чем у обычного полотна. Поэтому, девочки, я вот рекомендую вам планочку набрать меньшее количество петель, а затем равномерно в последнем изнаночном ряду
когда будем переходить к узору, прибавить 5 петель. Это на все размеры. Я такую рекомендацию пишу в своей инструкции, да, то есть, которая будет под видео. То же самое касается рукавчика. Здесь мы будем с вами 52 петли на все размеры планочку вязать платочной вязкой. Приблизительно 2 сантиметра в высоту. Затем переходим на ажурный узор и тоже в последнем изнаночном ряду планки прибавляем для ажурного узора нашего 5 петель равномерно. Что такое равномерно? Ну вот на примере рукава, смотрите, 52 петли, да, 52 петли, ну 2 кромочные, то есть 50 петель. Как нам распределить, не считая кромочных? То есть мы 50 поделим на 5, правильно? То есть в каждой 10-й петле мы из каждой 10-й петли будем вывязывать с вами 2 петли, понимаете? То есть в каждой 10-й у нас прибавка. Так, и таким образом у вас будет 5 прибавок и прибавится 5 петель. После этого вы переходите на ажурный узор, который будет располагаться у нас следующим образом. Смотрите, у рукава 3 раппорта у нас будет по 16 петель. И также для симметрии я добавляю на 7 петлях синий узор с крайней правой. Ну и соответственно кромочная справа, кромочная слева. По сумме это получается 16 умножить на 3, это будет 48 петель. Добавим 7 петель для симметрии и добавим 2 кромочные. Вот эти 57 петель. Начинаем на все размеры одинаково, но затем скос будем формировать по-разному, поскольку у нас здесь разное количество петель надо будет прибавлять. Я уже посчитала, что самой широкой части рукава у нас также с плотностью, здесь написано 38 сантиметров на маленький размер. Ну, 38 я умножила на плотность 2,1, у меня получилось 79 петель. Дальше у меня получилось 83 петли и 85 на следующие размеры. И теперь из большего числа отнимаем то, что по низу 57 петель. И смотрите, что получается. Узнаем, сколько петель всего будем прибавлять. То есть 79 отнять 57 по низу, это 22 петли всего надо прибавить будет. И поделить на 2 скоса. На каждый скос придется по 11 петель. Вот. Как мы их будем с вами... Их тоже надо, значит, равномерно прибавки делать. Сюда сейчас я ввожу понятие вертикальная плотность. Смотрите, вертикальная плотность мы посчитали. В 1 сантиметре 2,5 ряда. Да? И мы с вами сейчас вот эти сантиметры, вот здесь у меня стоит на выкройке 37 сантиметров. Под свой рост обязательно эту величину, девочки, откорректируйте. Рост у нас у всех разный. Я знаю, что это японская схема, японская выкройка, у них у всех маленький рост. Поэтому, девочки, я вот здесь даже прибавляла, видите, 35, у них тут 31 был. На 4 сантиметра я добавила длину изделия. Поэтому здесь вы тоже, наверное, добавьте длину изделия. Я вам заостряю внимание на длину рукава, возможно, надо будет прибавить. Но я вам на примере рассказываю. 37 сантиметров надо умножить на плотность по вертикали 2,5, и у меня получилось 92 ряда. 92 ряда поделим на 11 петель, которые надо прибавить. То есть на высоте 92 ряда мы будем прибавлять равномерно 11 петель. То есть в каждом 8 ряду будем делать прибавку. Справа и слева одновременно и симметрично. И на все другие размеры у меня получилось 13 и 14 петель. Там, где 13 петель, второй размер, у меня получилось ровно 7 рядов. В каждом 7 ряду прибавка. А там, где у нас большой размер 52, у меня получилось чередование. В каждом 6 и каждом 7 ряду прибавка. Так, с этим тоже все понятно, да? Теперь про вертикальную плотность. Раз уж я начала говорить, что я здесь прибавила 4 сантиметра в длину, но по своему росту, у меня 1,62 м рост, то есть я считаю, что это средний рост. Поэтому, девочки, надо прибавлять здесь. Это крайне маленький такой размер, но на мой взгляд. Так, и давайте с вами сразу я скажу, что от планки до проймы 35 сантиметров переводим эту мерку в ряды. 35 умножить на 2,5 плотность. Это будет 88 рядов, девочки.
88 рядов. Так и надо вязать, руководствуясь рядами, а не сантиметрами. То есть не мерочкой вы будете сидеть сантиметром мерить, когда вязать, а рядами считать. Рядами считать легко, руководствуясь, например, раппортами. Да? Вот 88 рядов. А у нас раппорт составляет 6 рядов. Давайте 88 поделим на 6. Получим с вами 14 целых раппортов. 14 раппортов целых, 14 на 6, составит 84 ряда. А нам надо, чтобы было 88 рядов. И еще 4 ряда вы свяжете по нашему узору, да? И затем будете формировать пройму. Вот и все. Понятно, как раппортами считать удобнее, чем рядами там что-то там считать. В раппортах всегда. Ну, надеюсь, я дала вам такие подробные объяснения. Все еще, к тому же, для вашего удобства будет в описании выложено под видео. Вот. Несложный узор, вяжется на автомате. Думаю, что и не самый плохой, интересный такой, да. Если хотите связать несложное, но элегантное изделие, то этот джемпер как раз для вас, мои хорошие. До новых встреч, желаю вам удачи!